Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать! И сегодня в этом видео мы с вами поговорим на очень интересную тему. Во-первых, мы с вами посмотрим, почему так важно заниматься аудированием на русском языке. Что значит слушать русскую речь. И во-вторых, мы посмотрим, как создать рутину изучения русского языка, где главным элементом будет аудирование. Если вы хотите выучить русский язык быстрее, то вам нужно слушать и еще раз слушать русскую речь. Постоянно слушать русскую речь. Даже если сегодня, сейчас вы ничего не понимаете. Это не важно. Абсолютно не важно. Вам нужно слушать каждый день русскую речь. И вы увидите, что очень скоро вы начнете понимать все больше и больше. Итак, давайте начнем. Первое, что нужно понять, так это то, что аудирование – это не какой-то дополнительный способ изучения языка. Что-то еще, чтобы выучить язык. Нет. Аудирование – это основа, это база для всего изучения языка. Если вы слушаете русскую речь каждый день, то тогда ваш мозг начинает воспринимать его как что-то естественное. Знаете, я каждый день слушаю. У меня есть наушники, мои любимые наушники, и я постоянно слушаю на разных языках. Я слушаю подкасты, я слушаю аудиокниги, потому что это очень и очень важно. Это основа, база для всего изучения. Давайте посмотрим, что можно сделать, чтобы интегрировать аудирование русского языка в вашу повседневную жизнь. Потому что я слушаю подкасты и аудиокниги всегда, когда я чем-нибудь уже занимаюсь. Я не сажусь специально, чтобы слушать подкаст. Я слушаю подкаст, когда я чем-нибудь занимаюсь. Например, я иду на работу, иду пешком на работу и слушаю, или я завтракаю, или я иду гулять, или я готовлю обед или ужин. То есть очень важно для того, чтобы создать рутину для занятия аудированием, нужно найти те моменты, в которые вы сможете слушать. Итак, самое первое – это выбрать время, когда вы сможете заниматься аудированием. Время, удобное для вас. Это может быть завтрак, к примеру. Утром вы можете послушать короткий подкаст на русском языке. Или, возможно, в обед, когда вы идете на работу или идете домой, или идете гулять, вы можете послушать русское радио, к примеру. Или вечером, когда вы готовите обед или ужин, вы можете послушать русские песни. Итак, ищите моменты, в которые вы можете интегрировать, соединить ваши привычки, то, что вы уже делаете, с прослушиванием русской речи. Второе. Вы должны всегда
помнить, что самое и самое главное – это регулярность. Нужно это делать каждый день, не пропуская ни одного дня. Пусть это будут 10 минут или 15 минут, но каждый день. Намного лучше слушать 15 минут, но каждый день, чем 2 часа, но один раз в неделю. Так не пойдет. Каждый день регулярность очень важна в изучении иностранных языков. Потом, третье, мы должны определить, что вы будете слушать. И здесь есть много вариантов. Вы можете слушать подкасты для изучающих русский язык, где говорят медленно и произносят четко. Вы можете слушать аудиокниги, начать с адаптированной литературы на низком уровне и потом уже переходить к более сложным уровням или оригинальной литературы. Можно слушать песни, можно слушать музыку, радио, а также можно смотреть фильмы, сериалы на русском языке. Выберите то, что вам нравится, и та тематика, которая вас вдохновляет, которая вам очень нравится. Это очень важно, потому что это поможет вам быть мотивированным, иметь мотивацию, если что-то вам нравится. Если, например, мне не нравится, не знаю, экономика, к примеру, и я буду слушать подкасты про экономику, очень скоро я заброшу это, потому что мне не нравится, потому что это меня не вдохновляет, не мотивирует. Но если мне нравится путешествовать, и я слушаю подкасты про путешествия, то мне захочется слушать еще больше и больше. Поэтому выбирайте то, что вам очень нравится. Если вы серьезно займетесь аудированием, то через несколько месяцев вы увидите большие результаты. Но для этого нужно быть постоянным, заниматься этим регулярно. Увидите, как через очень короткое время вы начнете понимать все больше и больше, все лучше и лучше. Так что я вам советую найти время для занятий аудированием и заниматься им каждый день. Давайте подведем итог всего того, что мы сказали. Итак, рутина аудирования очень важна. Очень важно слушать каждый день, если вы хотите быстрее выучить русский язык. Как создать рутину? Во-первых, выбрать время, найти те моменты из вашего дня, когда вы можете интегрировать рутину аудирования с вашими привычками, с какими-то уже делами, которые вы делаете, и слушание русской речи. Вы их соединяете вместе. Второе. Выберите то, что вам нравится, то, что вам по душе, то, что вы хотите слушать, то, что вас мотивирует и вдохновляет. Это очень важно. И третье. Будьте регулярны. Слушайте каждый день, не пропуская ни одного дня. Даже если вы не понимаете, даже если говорите, что ничего не получается, все равно продолжайте каждый день, слушайте. И через какое-то короткое время вы увидите результаты. Будет все намного
легче. Вы будете понимать намного лучше. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как часто вы слушаете русскую речь. Есть ли у вас эта рутина аудирования? И если есть, то что вам нравится слушать? Какие темы вас интересуют? А мне будет очень интересно почитать об этом. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго и увидимся в следующем видео.